Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я хочу немножко поговорить о том, почему же я отсутствовала целых 2 месяца. Кому интересно, оставайтесь со мной и поехали! Ну что же, самой главной моей причиной отсутствия на канале, я хочу вам наконец-таки признаться, это не что иное, как обучение. Да, я решила наконец-таки впервые попробовать себя в индивидуальном обучении, посмотреть, что из этого выйдет, и вот уже на протяжении 2,5 месяцев я каждую неделю выпускаю ролики индивидуальные для обучение девушки. Мы с ней проходим базовый курс фриволите. Я учу ее плести с самых азов. Я, конечно, не думала, что у меня уйдет на это столько времени. Я помогаю ей не только советами, но и также рассказываю свои какие-то фишки, показываю все секреты, которые я знаю, рассказываю, как плести, как упростить и вообще рассказываю обо всем. Поэтому у меня, как оказалось, отнимает это довольно большое количество времени. Ну а чтобы снимать мастер-классы на YouTube, у меня, как видите, сил не хватило. Поэтому я взяла небольшие такие каникулы для себя и спокойно обучала девушку. Мы, кстати, с ней почти прошли до самого конца. У нее обычный базовый курс, то есть фриволите без объема. Анкарс, если уже, конечно, она захочет, то мы будем с ней проходить отдельно. И, естественно, я это все буду показывать и рассказывать тоже отдельно. Второй причиной моего отсутствия на канале это было то, что я полгода назад просто не сделала себе отпуск. Хотя чувствовала, что что-то не то. Я почему-то об этом не задумывалась, и мне казалось, что это просто обычная усталость накопившаяся, что вот сейчас еще чуть-чуть, и все будет отлично. И каждый последующий мастер-класс я просто из себя немножко выдавливала. Я понимала, что нужно снимать, что я должна следить за периодичностью, но, если честно, мне кажется, что творческие каналы нужно как-то вести так, чтобы вот этого перегрева эмоционального у вас просто не было. Как только вы почувствуете нечто подобное, стоит завязывать, потому что иначе потом перерыв будет намного дольше. То есть если вы выдавливали из себя вот как раз-таки вот этот творческий запал на протяжении 2 или 3 недель, то умножайте на 2, и столько вы будете потом восстанавливаться. Я этого, если честно, нет, я слышала об этом, давайте скажу честно, я слышала об этом, но не думала, что это может произойти со мной. Но это у нас как обычно, мы всегда так живем, что мы думаем, что это происходит со всеми, но только не с нами. И вот как раз-таки я попалась на это эмоциональное выгорание, наверное, так его правильно нужно назвать, и вот просто отсутствовала на канале 2 месяца, без видимой на то причины. Сейчас, конечно, я понимаю, что нужно было тогда остановиться, просто отдохнуть, возможно, взять себе перерыв недельный, возможно, снимать какие-нибудь просто разговорные видео, потому что, в принципе, они у меня заходили, да, они собирают не так много просмотров, как мастер-классы, например, но все же хотя бы периодичность не упала, и с канала бы я бы никуда бы не делась. Всем, кстати, большое спасибо, кто писал мне личные сообщения и спрашивал, а куда же я делась и когда будут новые видео. Это очень приятно, то, что меня никто не забывает, обо мне помнят. И вот я наконец-таки вернулась. Как вы видите, вот предыдущее видео было именно с мастер-классом. Я пока что начну с плоских схем, потому что я думала, что я на них закончу еще, наверное, до лета. Но 2 месяца я просто ничего не выпускала на канале, и из-за этого я сейчас ближайшие, наверное, может быть 2-3 мастер-класса еще сниму из своих предыдущих запасов. Кстати, хочу сразу сказать, что у меня не было такого, что я, например, не знаю, что снять. Вы знаете, у меня это выражалось немного в другом, то есть я не хотела брать челноки в руки. Я еженедельно, конечно же, снимала уроки для своей ученицы, но плести какие-то и придумывать новые идеи мне просто не хотелось. То есть если раньше я прям горела этим, могла снять видео просто одним вечером, там придумать схему вначале, конечно же, снять потом видео быстренько, и в эту же ночь еще сесть, смонтировать, то в этот раз мне не хотелось брать в руки вообще челноки. То есть у меня, наверное, за мои 3 года практики это было, мне кажется, впервые. Да, наверное, впервые. Для меня это было очень удивительно, и поэтому я просто решила сильно не заморачиваться и вот отпустила ситуацию на самотек. И вот в итоге 2 месяца у меня так вот желание обратно и не появлялось. Конечно же, в планах у меня
более не пропадать так, но опять-таки я буду следить за тем, насколько у меня будет вот это творчество заходить. Если вы, кстати, обратите внимание, я, по крайней мере, это заметила, что в своих, например, последних видео, если вы будете пересматривать, у меня голос какой-то, знаете, он как будто уставший, или как будто я сонная. Я прям так рассказываю, как неживая, то есть просто как вот на одной ноте, то есть это даже слушать неинтересно. И я как раз-таки это связываю с тем, что я каждое видео просто выдавливала. Я знала, что его нужно снять, я брала и делала, то есть через «не хочу». Я не хочу сегодня сидеть снимать, но я беру и делаю, потому что я понимала, что если будет большой пропуск, то, естественно, актив на канале упадет, во-первых. Во-вторых, все-таки, когда ты не периодично выпускаешь видео, и сам сайт YouTube перестает рекомендовать другим, то есть и набора подписчиков нет, никакого роста, и, естественно, монетизация на канале только падает. Также, я думаю, сыграла роль то, что у меня в последнее время очень сильно упал актив на канале, то есть если раньше я видео выпущу, и у меня, например, за сутки набиралось там 500-700 просмотров, то в последнее время, и я думаю, что как раз-таки мои подписчики заметили вот это вот мое выдавливание роликов, им стало, видимо, скучно смотреть меня, а когда мой актив упал, то, естественно, моя монетизация также стала плавно катиться к нулю. Мотивации, конечно же, почти не было. Актива нет, монетизации нет, времени нет. Все сложилось одно к одному, и вот, пожалуйста, я взяла и пропала. Надеюсь, что, конечно же, теперь мой канал немножко возродится. Он станет наконец-таки поактивнее, потому что идей у меня много накопилось. Я, вы знаете, если раньше я садилась смотреть какой-нибудь сериал, то я всегда плела в пробнике. В этот же раз мне не хотелось брать в руки челноки, поэтому я просто спасалась эскизами. Вы не представляете, сколько эскизов я нарисовала. Конечно, если вы следите за моим инстаграмом, то вы, наверное, заметили, периодически я показываю какие-то зарисовки. У меня их много. И вот как раз-таки они у меня были все нарисованы за вот этот небольшой период. В основном это, конечно, плоское кружево, потому что именно в нем у меня был пробел основной. Но я считаю, что это неплохо, хоть я и начала с объема, заканчиваю сейчас плоским, я думаю, в объем я все равно в любом случае вернусь. Видимо, сейчас у меня там переизбыток был уже идей, и я дала, наверное, максимально то, что у меня было в голове на тот момент. И сейчас, видимо, мой творческий настрой решил, что пора отработать полностью плоскость. Я решила, почему бы и нет, все-таки плоские схемы, они тоже хорошо идут для, например, новичков, особенно если снято поэтапно все, то есть очень подробно, это всегда, я думаю, в плюсе. Также дополнительно в видео я всегда прикрепляю схему для тех, кому не интересно смотреть видео. Я схемы с описанием выкладываю в свой телеграм-канал. Кому, кстати, интересно, вот здесь вот будет, вот, пожалуйста, вот здесь я напишу свой никнейм, добавляйтесь, заходите, нас там, в принципе, уже довольно большое количество. Всем буду рада. И также я думаю, что немаловажную роль у меня сыграла мой аккаунт, который я завела в ТикТок, и зачем-то завела еще себе Яндекс.Дзен. Я там сделала пару публикаций и пока что забросила. Но думаю, что периодически, конечно, туда какие-то статьи я буду кидать. Это, конечно, будет у меня, может быть, раз в месяц, раз в два. А вот, например, мой аккаунт в ТикТок, он занимает очень много времени, потому что это платформа, которая требует снимать почти по 2 видео маленьких, конечно, коротеньких, но 2 видео в день. И я там тоже не всегда успеваю это делать, а нужно какие-то заготовки, нужно придумывать новые идеи, опять-таки, нужно это все искать, и это все время. И я вообще, если честно, советую всем, кто, например, ведет кучу соцсетей, выбирайте пару главных. То есть если у вас там есть и Телеграм, и Инстаграм, и Контакт, и Одноклассники, и Ютуб, и, например, вот там, не знаю, вы в Яндекс.Дзен еще какие-то статьи пишете где-нибудь, то всегда выбирайте 2 приоритетных, а потом уже все остальные у вас должны быть дополнительными. Это все-таки не совсем целесообразно, потому что если эта платформа вдруг возьмет и закроется и перестанет существовать, то вы потеряете всю свою целевую аудиторию. А так у вас тут чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, и вроде бы как бы, если что, то вы без всего не останетесь. Это опять-таки, если вы нацелены на то, чтобы развиваться в соцсетях. А так как я стараюсь заниматься именно этим, то поэтому любая из новых соцсетей мне интересно, мне всегда хочется попробовать, и я по первому времени всегда с головой в нее стараюсь уйти.
Так что вот, как видите, я старалась не оправдываться в своем видеоролике, я просто хотела поделиться с вами немного своими мыслями, хотелось рассказать все-таки, почему меня не было 2 месяца, потому что вопросы мне такие задавались, особенно в Инстаграм мне писали, ВКонтакте в личные сообщения. Ну что же, всем огромное спасибо, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. На сегодня я хочу попрощаться с вами и постараюсь ни в коем случае не пропадать. До новых встреч! Пока-пока!